Всем привет! Вы на канале Margulis Channel. Сегодня мы продолжаем проходить игру Первый Silent Hill. Собственно, добрались мы до школы. И тут будем смотреть, что есть, чем поживиться и так далее. Исследуем, короче говоря, второй этаж. Главное не забывать про хилы. И все, аккуратненько проходить. Так, из класса в класс, короче, можно двигать. Понятно. На партах вроде ничего такого нет. Так, смотрим, насколько покоцали. Да, мелкие коцают хорошенько. Давай, используем. Карту. Угу. То есть я, короче, здесь просто обозначу то, что можно выйти. Он одним патроном бывает промахивается. Что не очень-то отражается на экономии, конечно. Так, смотрим. Угу. Ну да. Короче, пойдем вот сюда. Тут тоже ни хрена. Шкафчики. Мне кажется, шкафчики не разрешают открывать просто по игре. По крайней мере, я не замечал пока, сколько шкафчиков я не облазил. Постоянно все закрыто. Что, просто пустой класс? Ладно, ну что-то же должно быть. Это что? Может, картинки какие надо взять? Да, нет. Целое такое пустое помещение рисовали, что ли? Хоть что-нибудь-то закиньте. Ой, кто ты? Кто ты, мать-то? Да, помещение пустое, тут ничего нет. Самое, наверное, сложное в этой игре, это ее управление. Очень криво все. Так. Ну, исследуем, короче говоря, правую сторону, что до конца. Подожди, я тут был? Да. Тут очень важно прямо каждую дверь обозначать, что ты в ней был или нет, иначе ты просто можешь запутаться. И иногда можно тут вообще просто кругами бегать. Кто это плачет? Девочка в автомате? Окей. Никого нет. Это плакал призрак. Тут уже двое. В прошлом сортире было по одному, тут уже по двое их ходит. Патроны, да? Скажите, что это патрон. Да, отлично. Угу. Опять привет, соседи. Соседи, ремонт, наверное, никогда не закончится, как обычно. Открыто.
Блять, он опять сосет. Эти чуваки прилично сносят, кстати сказать. Так, музыкальный класс. Давай, наверное, музыкальный класс сходим. Просто по порядку будем защищать Локи. А музыка напряженная. А, я помню эту загадку. Это написано кровью. Сказка про птиц без голосов. В поисках награды, махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Улетает ворон, летит выше голубя, показывает свои силы. Уплывет лебедь, занимает место рядом с птицами. Уходит ворон, подходит к остановке, зевает, потом дремлет. Кто покажет путь, кто поможет, кто проведет к серебряной награде. Да, я помню, этот кто-то там, на видео показывали не раз. Только вот я в упор не помню, как ее решать, эту загадку. Не открывается, а с виду заперто. А с виду не заперто. То есть это еще надо загадочку открыть, чтобы ей воспользоваться, да? Весь. Ладно. Тут в уголку. Нет, в уголку ничего нет. Да ё-моё, ну короче, блин, правда, тут в игре самое сложное, это, блядское, это вот это управление, короче. Наш на стол надо сесть, чтобы это пианино открылось. Нет. Еще раз почитаем. Бла-бла-бла. Вороны летят куда-то, что-то там. Короче, загадка будет про клавиши. Загадка про клавиши, и там последовательность клавиш надо черных и белых определить. Пианино, да, по-моему, там написано. Только очень корявый и неразборчивый. Давайте смотрим, что у нас по здоровью. Пока нормально. Кто-то дергает шкафчики. Предупреждение какое-то, просто школьная доска объявлений, номер, что-то там какое-то. Предупреждение, не забывайте свои вещи в раздевалке. Доска объявлений, номер скрыт. Ничего нет в раздевалке. Целой раздевалки, чё нет? Да ё-моё. Блять, какое мудацкое управление, а. Так, вот к этому шкафчику, короче, надо подойти, блять, только настроиться сначала нужно. Вот так. Все, наконец. Кошечка. Здрасте. Просто кот. Дохлый кот, мало забот. Котика сожрали. Ничего внутри. Такая напряженная сцена, просто чтобы кошака убить. Я думал, сейчас либо кто-то выскочит, либо там какой-нибудь заставка хотя бы будет. Ну, не знаю, там. Про девку немножко твою расскажет. Пока в историю вот особо не посвящает. Чему дело один появился? У меня так патронов, ребят, на всех не хватит. Так, бежим. Блять, и прямо на сосуна. Твою маковку. Сзади меня грызет. Сучара.
Где я нахожусь? Угу. Просто коридор, короче, прямо. Пока покрутится, блять. Открыто. Все, упал. Да, упал. Второго надо пнуть. Ну так. Давай еще раз подходим к пианино. Просто смотрим, читаем. Запоминаем, так сказать. Я не знаю, при каких условиях пока открывается это пианино, но оно должно открываться по-любому. Загадка должна работать. Ну, что-то сделать. Ну, кошака по-любому по скрипту надо выпустить. Тут гадалки не ходи. Он прям должен это. Я должен это увидеть. Обязательно. Это атмосфера игры. И херня. И, наверное, даже некоторые моменты в игре не будут происходить, пока ты определенные вещи не сделаешь. Ну, типа там зайти там дважды в одно и то же помещение, это что-нибудь дернуть, посвистеть какому-нибудь в 4-м коридоре справа от Луны там. Так. Угу. Ну да, все. Двигаем, получается, мы сейчас в правое крыло. Можно было поверху, можно было по низу обойти. Сосуны эти сильно сносят, поэтому лучше с ними поаккуратней. Почему он один патрон мажет иногда? Еще есть один. Один или двое. А нет, тут эта сявка, короче, которую не замочить. Надеюсь, она не наносит урона. Так, смотрим. Давай вот в этот класс, короче говоря, заходим. Правильно? Прям все надо вот постепенно зачищать. Стука и прям на сосуна. А тут так подал, да? Атмосфера. Не, ну, что могу сказать? Надо использовать. А нет, смотри-ка, пока зеленый. Ладно. Но за этим надо очень, очень внимательно следить. Потому что они бывают, ну, короче говоря, они как-то неравномерно у тебя здоровье сносят. То бывает, насколько я вот заметил, то, что они на тебя там 2 раза, допустим, могут напасть. И ты урона особо не получишь. А иногда вот 1-2 раза он тебя куснет, и все, труба тебе. Куснет, соснет. Так, отмечаем вот это вот дверь. Ну, давай сразу сюда зайдем. Тут же у нас ничего такого. Тихо. Угу. Ну тут я бы сказал то, что
В этой игре я больше ориентируюсь, наверное, насколько я знаком по сюжету фильма. То есть она должна, тёлка там находила какое-то там что-то, имя Олеса, по-моему, на парте. То есть примерно то же самое я и сейчас должен найти. Если я, конечно, не ошибаюсь. Если мои догадки верны. Так, тут все. Мы идем в библиотеку. Вот сюда. 5 сосуны, да? Давайте, кто здесь? Не видно же ни хрена. Подошел кто? Аптечка. Спасибо. Так, значит, он с этой стороны точно не нападут. Значит, он где-то там. Нет. Здесь нет учебников. Ну, тут книг полно. Это же, блядь, библиотека. По-моему, вот эти сявки, короче, которые там вякают, короче, они, по-моему, за врагов-то не считаются. И не исчезают почему-то. Нет нужных книг. Какие-то странные очень враги. Если это врагами можно назвать. Такое ощущение, что это привидения врагов какие-то. Так, что это за штука? Мы можем ей как-то пользоваться, двигать, шевелить. Часто такие хреновины в играх используются. Нет, видимо нет. Ладно. Смотрим. Дальше. Склад библиотеки. Ну, пойдем, если пустят. Нет нужных книг. Мне показалось, ли там кто-то прошел в левую закуток. Да, вон там сосун бегает. А, ёб твою мать. Давай, иди сюда. Я готов тебя убивать. Незачем читать эти книги, а нахрена мне тогда вообще-то сюда было заходить? Так, тут все, да? Нет учебников, незачем читать эти книги. Странные какие-то помещения вообще, бесполезные просто. Так, ну и тут получается выход в коридор. Склад химической лаборатории. И химическая лаборатория это отдельные, короче, эти. Я понял. Выходит. Сейчас нужно будет еще коридорчик этот обозначить, что я в нем был. И есть открытая дверь. Все, тут же заходим. Или там, по-моему, враг появился, если я не ошибаюсь. Респаунился, я не знаю, только так и не понял, в некоторых местах или во всех местах респаунятся враги. Или с каким-то промежутком времени. Блин, так жопа пятится угарно. Пропустите мою попку. Просто, ну что это такое? Так, химическая лаборатория, да? Да. Поехали. Это рука чья-то? Какая-то очень большая рука. Либо сверток. Изваяние руки старика. Кулак сжат, не разжать.
Нужна какая-нибудь монтажка, я не знаю. Блять, как мудацкий. Он управляется... Если бы он управлялся гораздо проще, я бы был так счастлив. Смотрим, что можно здесь схватить. Короче, на данный момент что у нас имеется? Часы, короче, какие-то на первом этаже. Потом рука. 2 пустых ячейки на улице. В проходном дворе, или как он там, внутренний, внешний двор. Короче, что-то в этом роде. И вот эта вот рука. Статуя. Это написано как статуя. А, еще пианино вот есть. Ладно. Склад. Шли на склад. Я что подумал, может быть, самое время долбануть химикат. Может быть, есть резон просто взять и этот, как его, долбануть по этой руке. Я так понимаю, если это статуя, она, наверное, каменная, и по ней можно ёбнуть, может быть, трубой, я не знаю. Такое иногда срабатывает. Ничего нужного. Да, я понял. Только чуть дальше пройди. Да. Так, все, да, это такое помещение, короче, корявенькое. Все, выходим. Не хрен тут делать. Опять враги появились. Попробуем на эту руку полить, короче говоря, химикаты или долбануть по ней трубой, что-нибудь в этом роде. Рянчик. Так. Не разжать. Давай пробуем тогда трубой долбануть по нему. Вооружение оно есть? Нет. Пробуем химикат. Концентрированная соляная кислота найден. Да, отлично. Надеюсь, сейчас эта хрень на меня не нападет. Золотой медальон. Но это который вот... Именно этот медальон надо вставлять в стенку, которую на... Это, во внутреннем дворе. Внутренний двор, короче... Внутренний двор на первом этаже. Так, еще кто-то есть. Слышу, что хрипит. Так, и надо... А что, я уже тут все обошел, оказывается. Давай, наверное, все-таки попробуем сходить на 3-й этаж. Чем черт не шутит, да? Нам потом к часам надо. О, замок нахлопнулся. Это очень крутая дверь на чердак. Ну все, в принципе, я в этом убедился, как бы. То достаточно. Идем на 2-й этаж.
Хоть нет, знаешь, этих загрузок, блин, Resident Evil, конечно, это было оригинально сделано, но нет этих дверей открывающихся, закрывающихся. В резьбе это немножко потом бесило, когда ты наматываешь круги. Так, мне надо наверх, либо к часам. Давай, наверное, все-таки сходим, сбегаем, вернее, по-быстренькому во внутренний двор. Ставим вот этот золотой медальон. Мать его так. Сюда? Сюда. Надо именно нажать на использовать, что ли? Блин, так неохота на этого сосуна тратить. Патроны. Где он? Я вижу. Придется. Так, берем медальон. Где он тут? Используем. Золото солнца. Ну, наверное, ничего, да, не изменилось. Бля, мое управление. Башня заперта. Стрелки встали на 12 часов. Как же там было в записках-то? Что-то сначала на 10, потом на 12 и потом на 5 часов. Типа там какое-то произойдет нихуевое событие. Писали так. Так, где я нахожусь? Угу. Надо вот в эту часть попасть, только со второго этажа. Ну, блядь, балерина сраная. Ну, тут не важно, короче, с какой стороны, в принципе. Я просто думал, с какой удобнее пойти, чтобы меньше патронов потратить. Пробегаем. Ай-яй-яй-яй. Будет очень хреново, если он просто запнется, и тогда он сосун на меня нападет. Все, бежим просто вниз. Чик-чик-чик. Прям с порога атакуют, смотри, какие. Какие суки рваные. А там подвал, да, я так понимаю? Да. Давай спустимся, мне интересно. Подвал же, да? Да. Внутри ничего. Хуя, конструкция какая. А, ну так это этот. Это они так сделали, типа бойлерную или что-то такое. Видимо, сломан. Выключатель, не хочешь нажать на выключатель? Ничего не случилось. Ну, тут какие-то пробки или что-то такое надо покрутить. Вентиля. Он плотно закрыт, не поддается. Не знаю, зачем это нужно, лучше оставить. К следующему. Закрыть. Оставить.
Ну, я каждый хочу задвижки подойти, чтобы, ну, на всякий случай убедиться уже. Какая-то просто не пускает. Труба низко стоит. Все. Сейчас по-дебильному развернемся жопой вперед, назад. Записки эти не читаются. Что-то надо сделать, чтобы все заработало. Кто-то идет. С той стороны. Вон он, сосун. Бля, на них столько патронов уже просрал. Они не кончаются. Бесконечные бесявые сосуны. Бля, еще один левый патрон продудонил просто. Добивайте его, блядь. По-моему, у них соски есть еще. Если я заметил. Давай смотрим, какие эти комнатки не посещены еще. Так, часы, класс. Давай с зала, наверное, начнем. Прям вот. Хочу с зала начать. Вот отсюда. Закрыт. Хорошо. Сейчас мы вот эту, наверное, откроем, да? Проход. Открыто. Хорошо. Отметилось на карте? Отметилось. Так. Блять, опять куча, да, сосунов? Бля, ну если непоганое управление, управлять... А, ну это козявки мелкие. Они не убивают. Они только шухера наводят. И все. Погремушки, короче. Так. Да давай. Выйдем отсюда. Пробегаем вот сюда. Класс тот же, но выходим мы вот сюда. Тут у нас ни хрена, да, полезного. Да. Та-дам. Ощущение, что я тут был. Либо эти классы повторяются очень. Прям точь-в-точь становятся. Ну, не стали запариваться, перекручивать, перерисовывать. Так, и вот сюда. Че ты запыхался, бедняга? Так, ну и все. Так, смотрим на карте. Смотрим на карте, здесь должны были открыться какие-то часы или что-то в этом роде. Но уж нет. Это часы, то, что обозначается в коридоре. То, что у нас на внутреннем дворе, получается, нам нужно зайти вниз, туда, где лазарет, почитать еще раз про эту херню и, скорее всего, возвращаться на второй этаж, где будем за головоломку решать про вот эти вот клавиши. Если я правильно все понимаю. По логике должно быть оно так. Unlock. Так. Да, читаем. Даже вот не зря пробегаться по всем дворам, по всем этим дверям, открывать их, чтобы потом проход иметь. Так, 10 часов это когда у тебя ничего не стоит. Золото в руке старика, будущее скрыто, взамен набиток мудрости.
Ну, напиток мудрости мне никакой не дали, короче, но тем не менее, золото в руке старика. Это взято. Вот тут. Часы стали на 12 теперь. Написано кровью. Звучат песни, голоса. Серебряный указатель без стрелки, пробуждение в строгом порядке. Тут тотальная вакханалия, да? Это темнота, духота и жара. Пламя пожирает тишину, пробуждение голодного зверя, открытая дверь манит жертву. Я не исключаю эту фишки, то что ну, часто по-любому, скорее всего, про голоса, там вот это вот, короче, это надо в музыкалку идти. В музыкалке, когда получаем серебряный вот этот вот медальон, вставляем, и потом пробуждение зверя, это имеется в виду, может быть, какой-то первый босс или еще что-то в этом роде. Так, значит, нам нужно. Ну, разницы особо никакой, но надо идти наверх. По-моему, да? Так, вот так идем. Музыкалку ищем. Тупо вниз. Только он тупо не бежит. Он бежит просто тупо. Бля, так вот и ориентиры сбиваются. Так, музыкалка вот тут, да? Да, тут музыкалка. Вот, пожалуйста, открылись, короче говоря, клавиши. На некоторых ключах кровь. Только не в ключах, наверное, на клавишах. Это что-то значит. Глянуть пианино. Давай. До. Так, у нас получается звенят. Раз. Раз. Два. Три. Раз. Два. Ага. Потом тут. Получается тен. Потом тут. Сразу тут. Ага. Тут и тут.
Не знаю пока, чем я занимаюсь. И тут раз, два, три, 4, 5, 6. Пробуем. Может быть, все звучные надо клавиши нажать. Ничего. Смотрим. Про птиц без голосов. В поисках награды, махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Следом... без голосов. Следом за ним, пока только мог. Так, махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. То есть, значит, белая большая клавиша первая. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Голубь, он у нас черный, по идее. Либо белый. Улетает ворон. Ворон черный. Летит выше голубя. Показывает свои силы. А плывет лебедь. Занимает место рядом с птицей. Дремлет. Так, выходит белый пеликан. Потом голубь. Я не знаю, то есть со звуком надо кнопки нажимать или нет. Ладно, пробуем без звуков. Окей, смотрим про пеликана. Пеликан, потом идет голубь. Что там про голубя написано? Махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Летает ворон, летит выше голубя, показывая свои силы. Так, просто тяжело пока сообразить. Интересная, конечно, загадка. Так, пеликан. Потом голубь. Но он там что-то... Блин, я вот не помню эту загадку вообще. Так, по-моему. Потом ворон. Что ж про ворона-то записано? Он типа выше всех, короче. Но это значит про черную клавишу. И потом какая-то вот из этих. Да, естественно, ни хрена. Так. Белым крылом первым летел жадный пеликан, первая птица. Следом за ним, пока только мог, тихий голубь, вторая птица. Улетает ворон, летит выше голубя, показывая свои силы. Третья птица. Потом лебедь, четвертая птица. Рядом выходит ворон, подходит к остановке, зевает, потом дремлет. Кто покажет путь, кто поможет, кто проведет к серебряной награде. Блять, их 4 или 5. Раз. Два. 3. 4. 5. 5 клавиш. Махая белым крылом, первым летел жадный пеликан.
белая клавиша первая будет. Я вот не знаю, только она должна со звуком быть или нет. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Значит, черная клавиша должна быть без звука. Смотрим. Тихий голубь. Потом, возвышаясь над ними, летел ворон. Ворон выше всех. Может быть, по тональности там тоже. Ну так, допустим. Потом лебедь. Что-то дремлющий ворон. Ой, знает, короче. Еще раз. В поисках награды. Махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Первая клавиша должна быть белая. Это по-любому. Вот только она должна со звуком идти или нет. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Вторая клавиша черная. Голуби же у нас черные, правильно? Или белые? Но без звука. Кстати, вот можно попробовать белый, но без звука. Потом летает ворон, летит выше голубя, показывая свои силы. Смотрим. Допустим, пеликан. Голубь. Ворон. Потом про белого лебедя вот здесь. И ворон, который дремлет. Значит, беззвучная клавиша. Либо черная это, либо это вот это. Раз, два, три, 4, 5. Либо вот это. Так, раз, два, три, 4, 5. Вот это вот, наверное, все-таки. 4, 5. Не знаю, надо смотреть еще раз, читать внимательно. Непонятно с пеликаном, короче, как быть. Махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Махая белым крылом. Допустим, белая звучная. Пока только мог, летел тихий голубь. Вторая беззвучная белая. Летает ворон, летит выше голубя, показывая свои силы. Это значит, надо белой клавишей сразу же черной. Плывет лебедь, занимает место рядом с птицами. Про лебедя вообще ничего не понятно. Выходит ворон, подходит к остановке, потом зевает, дремлет. Сложно. Это, наверное, самое сложное из всех загадок в этой игре. Так. Допустим. Вот лебедь. Что имеется в виду? Вот это или вот это? Допустим. Нихуя. Не знаю. Давай еще раз. Подбешивает уже загадочка это. В поисках награды, махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. Ну что имеется в виду? То, что он должен как-то звуки издавать или нет? То есть жадный пеликан. Он должен, наверное,
Все-таки со звуком белая клавиша. Рядом с ним по кадровскому летел тихий голубь. Опять же, голубь, тут имеется в виду какого цвета. Вот у нас, не знаю, у нас привычные голуби это серые, блядь. Белые, я не знаю, только, наверное, в фильмах. Окей, хорошо. Начнем то, что, допустим, это тоже будет белый голубь. Он тихий, значит беззвучный. Следом за ним. То есть это вторая клавиша. Тихий голубь. Хорошо, он белый, беззвучный. Дальше смотрим. Улетает ворон, летит выше голубя. Черная клавиша. Выше. Летит выше голубя. Показывает свои силы. Допустим. Плывет лебедь. Занимает место рядом с птицами. Это, конечно, все метафора. Вся загадка это метафора. Плывет лебедь, занимает место рядом с птицами. Значит, это клавиша белого цвета. И она должна... Насколько она должна быть рядом с ними? Находиться. Дальше. Выходит ворон, подходит к остановке и зевает. Потом дремлет. Скорее всего, эта клавиша должна быть черная и беззвучная. Ну, да, блядь. Урод. Сейчас маленько промелькнула догадка о том, что может быть к заляпанной крови, а не под нарисованных птиц. Но вот. Пеликан. Голубь. Ворон. Лебедь, по идее, должен... Ну, я не слышал, чтобы лебеди как-то кричали. Может быть, давай вот так. И ворон, который дремлет. Какая-то из этих клавиш. Нет. Нет. Две звенят, одна нет. Значит, тут третья попробую. Давай, выходим. Такое бывает, что загадка срабатывает только когда ты в нее заходишь один раз и все. Может быть так. Давай. Раз. Пеликан. Голубь. Ворон. Лебедь. Ни хрена. Думаю, должно что-то щелкнуть или как-то вот в этом роде. Пеликан с белым крылом. Вот лебедь, какая из них имеется в виду? Плывет рядом с ним. Надо же еще не забывать про трудности перевода. Может быть, они ту загадку сраную неправильно перевели. Такое тоже может быть. Ни хрена. Пеликан. Голубь. Ворон. Нет. Жадный пеликан, ну, надеюсь, я в правильном последовательности справа налево. Ну, то есть идет как до, ре, ми и так далее. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Так, еще раз. Какие у нас звучащие?
Ну, по-любому, это же первая должна быть. Пеликан. Тут голубь, короче. Ну, я думаю, то, что такая последовательность просто. Ну, как иначе-то? Еще раз. В поисках награды, махая белым крылом, первым летел жадный пеликан. За ним, пока только смог, летел тихий голубь. Следом за ним, пока только мог, летел тихий голубь. Что-то я начинаю уже сомневаться в последовательности вообще нажатия этих клавиш. Может быть, вторая клавиша вполне быть в левую сторону нажата. Беззвучная. Летает ворон, летит выше голубя, показывая свои силы. Наплывет лебедь, занимает место рядом с птицами. Уходит ворон, подходит к остановке, зевает, потом дремлет. Допустим, пеликан, голубь, ворон, лебедь. Ну, не знаю. Ворон опять. Тоже нет. Ёбаные метафоры, но скорее всего тут еще трудности перевода отсюда, блядь, проблема. Возможно, а может быть такая заебанная загадка. Какая-то из этих клавиш, короче, трех, она должна быть пеликаном. Если с пеликаном рядом, то должен быть голубь, типа. Вот. Белая или черная? Ну, скорее всего, белая. Потому что потом идет ворон. То есть он, скорее всего, вот здесь. Насколько я понимаю, лебедь тоже. Они могут смещаться в разных направлениях, вправо, влево. И последним должен быть какая-то из этих вот. Ворон. Либо надо еще учитывать те клавиши, которые звучат. Раз. Потом у нас идет ворон. Лебедь какая звенит? Не одна. Тихий голубь, это же, ну, не просто так указано. То, что голубь должен быть тихим. Клавиша должна быть, значит, не звучащая. Раз, два. Потом говорится про ворона. Три. Вот опять же. Здесь она или здесь? Над ними показывает свои силы. Два, три. Лебедь тут. И ворон, короче, вот какая-то из них. Кстати, если ворон звенит тут, значит здесь или вот здесь. Раз, два, три. Лебедь плывет рядом с ними, значит 4. Допустим, 5. Ворон, не знаю, какая из них. Еще раз. Раз. Тихий голубь. 2. Ворон. 3. Лебедь. Ну, давай отсюда. Он плывет рядом с ними. 4. Ворон. 5. Нихуя. 6.
Не знаю, не знаю. Надо смотреть. Ладно, будем заканчивать на этой серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи.